Приветствую вас на канале Templar TV. Сегодня мы с вами поговорим о секретных механиках, интересных синергиях и пасхалках в режиме StarCraft Nexus Co-op. А начнем мы, пожалуй, с тяжелой артиллерии, с секретных командиров. Первым в списке будет самый труднодобываемый из всех, это Gestalt Zero. Поехали! Для того, чтобы призвать Gestalt Zero на поле боя, нам нужно, во-первых, захватить все 10 стратегических позиций на карте. Во-вторых, слить 70 боевого лимита. Напоминаю, что техника лимит не кушает, она кушает только ураниум, а ураниум это не про нас в данном случае. И в-третьих, победить в лотерее с вероятностью 20%. Со смертью последней боевой единицы Gestalt Zero появляется возле нашего главного здания. Юнит на 1000 щитов 100 хитпоинтов атакует только наземные цели, имеет 5 прожимных способностей. Коротенечко, если кто-то хочет проникнуться всей его слабостью, поставить на паузу, прочитает. Кьюшка это блинк к цели с нанесением урона. Дэшка это неуязвимость на 3 секунды и оставление за собой торнадо. R это новая ульта Тассадара из Heroes of the Storm, которая сферка со стяжкой. Ешка это плевок торнадо вперед, повторное использование переносит нас на место торнадо, а торнадо на место Гештальта Зеро, где он находился буквально долю секунды назад. Вэшка все торнадо, которые присутствуют на поле боя, перемещаются к позиции Гештальта. Иными словами, герой очень сильный и одновременно слабый. Очень сильный он, потому что если вы прожимаете способности, он наносит неадекватно много урона. Очень слабый, потому что он появляется неадекватно поздно, и из-за его появления нужно заплатить неадекватно высокую цену. Таймер 25 минут. Фактически конец любой длинной карты. Также, если вы его потеряли в бою, он уже не воскреснет. Второй секретный герой это пассия Джима Рейнера Керриган. Для того, чтобы ее получить, нужно, во-первых, собрать все 9 чертежей обвеса Джима Рейнера. Я напоминаю, выглядят они как желтая шестеренка. И, во-вторых, победить в 25% лотерее. Керриган появляется возле командного центра, имеет 3 способности на автокасте, это кинетический удар, хватка, невидимость, управлять ею нельзя, имеет 600 хитпоинтов, бешеный хп реген и 50 единиц урона по воздушным и наземным целям. Иными словами, офигенный защитник. Третий секретный герой Нафаш. Для того, чтобы ее получить, достаточно в Хайве заказать серийную королеву. Первая, полученная таким способом ковина, будет всегда являться героической боевой единицей. Важно помнить, что если вы ее потеряли, воскресить ее вы уже не сможете. По сравнению с серийной версией самой себя, она имеет увеличенное количество хитпоинтов и энергии, усиленный Energy Regen, усиленные характеристики атаки и скорости перемещения, но, к сожалению, стандартные способности, что, на мой взгляд, не мешает ей быть ценным активом в вашей армии. Первый построенный авианосец у командира Тассадара будет являться Гантритором. Как обычно, увеличенные характеристики, дополнительная автоатака, 12 интерсепторов. Важное замечание, его, в отличие от подавляющего большинства других секретных персонажей, можно воскресить. При игре в связке Рейнер плюс Хэнсон на карте с зараженными с небольшой долей вероятности может появиться зараженный Тайкус. Принадлежать он будет Хэнсон, имеет 1500 хитпоинтов, 20 единиц урона по воздуху и земле. Плавно переходим к неочевидным механикам. В связке Ариэль Хэнсон плюс Жерар Дюгал наша зараженная подруга незначительно меняет топ-панель Адмирала ОЗД. По умолчанию мы можем призвать с орбиты Батлкрузер Александр.
Способности это прыжок, артобстрел, невидимость. Но второе и последующее использование данной ультимативной способности призывает уже зараженного Александра. Внешний вид и обилки тематически изменяются. Рейнер бесплатно получает подарок старого друга при игре с Тассадаром. При игре в паре с Артанисом Рейнер получает спасательный щит. В паре с Габриэлем Тошем Рейнер получает эксклюзивную возможность нанимать наемников спектров. Если вы играете в паре с Маршалом Джимми, рейдеры Рейнера с топ-панели Стэтмана переходят под контроль Рейнера. Зачем это сделано и что это меняет, сложно сказать, потому что по итогу меняется только командная принадлежность юнитов, которыми все равно нельзя управлять. Если ваш союзник на фаш, ракетный залп оверлордов Стэтмана меняется на залп гиблингами. Изменение чисто косметическое. В паре с Селенис Артанис получает дополнительный прирост к максимальному запасу щитов и скорости их восстановления. Для этого экзекутора достаточно просто строить варп-платформы на Нексусах. Также обратите внимание на цвет клинков Артаниса, потому что это будет важно в следующей скрытой синергии. В паре с Зератулом Артанис отдает свой зеленый клинок нашему старому, доброму, еще живому темному прилату. Обращаю внимание, пассивки, которую мы видели в прошлом факте, нету, поэтому щиты мы можем увеличивать только за счет апгрейдов в фарже. На этом все известные мне пасхалки, отсылки, секретные механики закончились. Всем спасибо, что досмотрели до конца. В закрепленном комментарии я перечислю чит-коды, которые работают в текущей версии Nexus Scope. Так сказать, для общей информации, ни к чему вас не призываю. Всем спасибо за просмотр, комментируйте, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, заходите в группу ВКонтакте. Отдельный респект за то, что помогаете мне бороться с алгоритмами Ютуба. Отдельный респект за то, что помогаете мне бороться с алгоритмами Ютуба и за то, что у меня такие булочки. Услышимся!